Всем привет! Сегодня мы будем шить гнездышко косу. Видео я разделю на две части. Первая будет непосредственно сама коса. Она будет у нас трехцветная, из 3 прядей. Вторая часть будет матрасик со съемным чехлом и завязками. Итак, для того, чтобы сшить косу для гнездышка, нам понадобится, если вы будете шить из 3 цветов, каждого цвета по 210 сантиметров. Ширину полоски вы можете выбрать любую, от 15 до 20 сантиметров. Мне больше нравится, когда ширина полоски 20 сантиметров. В общем, подстраивайтесь под свои вкусы и выбирайте необходимую ширину полоски. Длина, как я сказала, 210 сантиметров. Получается, тут будет зависеть от того, какой ширины у вас ткань. И дополнительно надо будет отрезать кусочек, потому что 210 сантиметров вряд ли есть такая ширина велюра. И просто обычной строчкой мы соединяем лицом к лицу. Смотрим, чтобы ворс у нас был в одну сторону. И прострачиваем на ширину лапки. Обычной строчкой. Я просрачивала строчкой, длина стежка которой 2 миллиметра. Перед тем, как отрезать полоски, я вот специально оставила вам, чтобы показать. Когда вы раскладываете ткань, складывайте лицом к лицу, и края вот так вот они заворачиваются. Лучше их либо прищепочками заколоть, либо булавками, чтобы вам было удобнее, чтобы вы могли ровно отрезать полосочки. Такой бортик коса из 3 прядей у нас получится в итоге длиной 180 сантиметров готовый. То есть можно будет использовать, отвязывать, отстегивать и использовать как бортик на обычную кроватку. Он подойдет для стандартной кроватки на одну маленькую и одну большую сторону. Теперь нам нужно соединить все наши разноцветные полоски. Для этого мы складываем лицом к лицу и опять же проверяем, чтобы ворс у нас был в одном направлении. Аккуратненько совмещаем края. Можно также предварительно сколоть булавками, можно просто поправлять. И прострачиваем обычной строчкой на ширину лапки. У меня ширина стежка, как я уже говорила, 2 миллиметра. Можно 2,5 поставить. Если у вас есть усиленная строчка, можно усиленной строчкой. На ваше усмотрение. При пошиве мы велюр не растягиваем. Просто аккуратненько придерживаем, чтобы совмещаем края. Точно так же и голубой цвет пришиваем. Далее нам нужно сделать из этой нашей длинной полоски такой длинный рукав для набивания, такую заготовку. Мы складываем лицом к лицу, аккуратненько совмещаем края. Можно в некоторых местах заколоть булавками, можно сразу строчить. Также не растягиваем при прострачивании. Таким образом мы прострачиваем всю нашу полосу, состоящую из 3 цветов.
когда мы доходим до места шва, мы можем либо один край на одну сторону, второй край на другую заложить. Я расправляю просто вот таким образом и верхние, и нижние швы. Все, прострачиваем так всю нашу полоску. Теперь выворачиваем нашу заготовку на лицевую сторону. Вы можете использовать любой удобный для вас способ. Я буду выворачивать булавкой. Конечно же, если выворачивать булавкой, лучше взять побольше. Но я не нашла побольше. Таким образом выворачиваем всю нашу заготовку длинную трехцветную. Вот такая у нас получилась длинная заготовка. Булавку можно убрать. Один конец я зашью сейчас, так как у меня позволяет длина, чтобы я ее надела на трубу. И поэтому проще мне будет так. Вы можете сначала набить, а потом зашить. Сначала один конец, потом второй по очереди. Берем вот так вот, закладываем где-то на полсантиметра или как у вас получается. Подкладываем так весь край и делаем сборочку такую. Вы могли застрочить на швейной машинке, но я хочу, чтобы у меня края были одинаковые, поэтому я сделаю такую два конца в виде колбаски. Можно сделать, зашить потайным стежком, чтобы были прямые швы. И вот так затягиваем. Еще прошиваем концы, чтобы все у нас было плотненько, чтобы шов не разошелся. Потом, если что, можно будет, когда набьете, можно еще потом подшить. Вот так вот. Теперь можно приступать к набивке. Я буду использовать сантехническую трубу. Она у меня диаметром 5 сантиметров и длиной 1 метр. Она стоит недорого и очень удобно ее использовать. Берем наш второй конец и нанизываем. Стараемся, чтобы у нас шов шел с одной стороны, чтобы потом не надо было расправлять, чтобы колбаска уже наша выходила ровненько.
так вот плотненько мы надели. 1 метра трубы мне хватило, чтобы надеть рукав длиной 6,3 метра. Вот так вот у нас получилось. И теперь можно набивать нашу колбаску. Набивать я буду холофайбером. Берем понемногу и проталкиваем туда в трубу потихоньку. Когда немного набили, проталкиваем, придерживаем тут и пропихиваем наш наполнитель. Вот получается вот такая вот колбаска. Таким образом мы набиваем всю нашу заготовку. Когда мы набили нашу колбаску, второй конец зашиваем точно так же. И раскладываем колбаску вот таким вот образом. Один конец снизу, другой сверху и 2 закругленных вот так вот. Когда по цветам, когда она трехцветная, то легче ориентироваться. Вот у нас середина цветов. Вот у нас 3 цвета, в общем. Раскладываем так, чтобы наш шов находился либо сбоку, либо внутри. И начинаем плести нашу косу. Накладываем свободный конец сюда на серединку и заплетаем как обычную косичку. Не забываем смотреть наши боковые края, чтобы потом не выравнивать их. Можно потом, в принципе, выровнять, но проще следить за ними, когда косу заплетаем. Таким образом мы заплетаем всю нашу косичку. Заплетаем мы так средненько, не сильно плотно и не свободно. Но вы всегда сможете отрегулировать, если, например, когда вы в конце заплели косу, у вас она получилась либо короче, либо длиннее, то можно распустить и заплести послабее, либо покрепче. Вот такая у нас получилась косичка. Теперь нам нужно закрепить наши концы. Пришиваем их, как вам удобно. На этом наша косичка готова. Нам осталось сшить матрасик. Как его сделать, я покажу в следующей части видео. Косичку можно использовать так же, как бортик на 2 стороны кроватки стандартной. Также можно использовать как ограждение на пеленальный столик, либо как подушку для беременных. Если понравилось видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть видео. До встречи!